Здравствуйте, уважаемые зрители! В июле 2023 года мы всей семьей поехали в Европу и, конечно, не смогли не заехать по пути в Европа Дискус Центр к Рудольфу Вагнеру, очень известному в узких профессиональных кругах любителей дискусов, опытному разводчику, селекционеру и продавцу отличной рыбы. Мы договорились о встрече заранее и обсудили, что я смогу взять интервью и снять видео для вас. И в таком приподнятом настроении мы ехали в сторону Франкфурта на Майне и заехали в музей техники в Зинсхайме. Музей был открыт в 1981 году, и в нем собрано огромное количество образцов техники, военной, промышленной, автомобильной и прочей. Этот музей ежегодно посещают более 1 миллиона посетителей. Поэтому давайте пойдем в дискус-центр. Там меньше народу, а сюда мы будем периодически возвращаться. Все пропало, все пропало. Дип снимают, клиент уезжает. Вот с таким настроением после субботней вечеринки нас встретил Рудольф Вагнер. Мировые проблемы и беспокойство за судьбу человечества жгли его душу, и он наотрез отказался сниматься. Конечно, он пригласил на обед, но и чем я мог ему помочь, кроме совета? А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и медицине, и Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Гутен Морген. Где твоя собачка? Вон она, вообще прелесть. Спряталась. Это вот, Оксан, смотри, вроде как новое увлечение. Эти, как называется? Бонсай. Ну а пока мы обедаем, посмотрите выставку. 50 тысяч квадратных метров, 3000 экспонатов, самолетов, танков, мотоциклов, автомобилей, орудий, дорожной техники, железнодорожных паровозов и локомотивов, автомобили Формулы-1, автомобиль Blue Flame, установивший рекорд скорости в 1970 году на Солт-Лейк-Сити, в Соленом озере в США, более 1000 километров в час. После обеда, посмотрев на 300-летний бонсай, не этот, и на рыбок, Рудик сказал: «Давай снимать». И почти 1,5 часа он делился своим опытом. Я разобью, с вашего позволения, интервью на несколько частей, чтобы было легче смотреть и переваривать услышанное. Можем обсудить все вместе, в комментариях. Обязательно покажу еще немного видео из музея. И напоследок оставлю главный экспонат. Также вы узнаете, к какому европейскому разводчику мы отправимся от Рудика. Это, кстати, его хороший друг и партнер. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня сбылась моя мечта. 2 года назад, в мае 2021 года, я получил первую рыбу из Европа Дискус Центра.
я ее получил через Виталия, через Калининград. Его мне рекомендовал Рудольф Вагнер, владелец, организатор и, главная движущая сила Европа Дискус Центра. Вот. В июне я получил прямую поставку от Рудика, как он просит себя называть. И ему так удобно. Прямо из Франкфурта в Алма-Ату. 8 рыбок, 4 пары нерестовые. Все было отлично, все поставлено так, как положено. Вся рыба дошла удачно. И вот я давно мечтал попасть, познакомиться лично, хотя много раз разговаривали. Конечно, сейчас средства связи позволяют. Живности, кстати, у Рудика полно. Вот вы не видите эту собачку, я ее виртуальную собачку для вас глажу. Могу ее показать. Москвичка. Еще и москвичка. Здравствуйте, друзья. Ну, многие меня уже знают с Ютуба. Спасибо, Леонид, что вы так далеко взяли время и прилетели к нам. Благодарен, да. Познакомиться. Лили, все, хватит. Тебя уже все видели. Но. Она хочет слово. Да, тоже слово, да. Ну и решили пару вопросов обсудить, да, что такое хорошо и что такое плохо. Да, у меня вопросов накопилось много. Я 2 года записывал сюда все вопросы. Шучу, конечно, но почти так. Конечно, я взялся и, так сказать, написал все, что накопилось за эти годы, чтобы предъявить Рудику к ответу. Ну и первый вопрос: почему Европа Дискус Центр? Почему не по имени города этого, почему не по земле, да, как в Германии принято, или просто своей фамилией? Вот здесь многие компании названы по фамилии владельца, правильно? Да. Почему именно Европа Дискус Центр? Ну, звучит мощно. Звучит, конечно, мощно, да. Но, честно сказать, я бы сделал имя чуть-чуть короче, но если я уже зацепился за это имя. У нас сначала была в Малайзии, у меня друг Тони Танг, может быть, кто-то его знает. Я думаю, многие разводчики его знают. Да. У нас идея была сделать здесь центр вот именно только для малазийской рыбы, да. Одно время, это уже, я не знаю, 2000-е годы, может быть, да. Может, еще раньше, уже сейчас не помню точно. И у нас сначала был Тони Танг Дискус Центр, да, одно время. Ну а потом я что-то начал сам разводить и все такое, да, и начал меньше завозить малазийскую рыбу, и свою разводил. И вышло вот это, и начал здесь новую стройку, да. Но если уже так, скажем, много построил, скажем, у меня здесь помещение 60 метров на 6. Да, там теперь надо высчитать, сколько квадратных метров там, да. Но тем не менее большое, можно сказать, помещение, что не назовешь его там маленьким, да, там Европа. Я думаю, если я в Европе живу, думаю, назову Европа Дискус Центр, да. Если уже у меня так и так был Дискус Центр, ну и просто переименовал и сделал новую фирму, да. И начал разводить сам много рыбы, и сейчас, конечно, меньше сейчас развожу, но сейчас по новой хочу, ну, да. Идея была, конечно, Европа Дискус Центр еще надать, потому что я в Европе живу, конечно, да, и со всей Европы покупают у меня рыбу, да. Италия, Франция и так далее, да. Я рассылаю не только по всей Европе, живу возле Франкфурта, аэропорт рядом, да, там, можно сказать, 20 километров, да, и могу отсылать рыбу по всему миру. Да, и отсылаю, да, по всему миру рыбу. У вас очень выгодное географическое положение. И, кстати, у нас в Алма-Ату летает самолет прямой из Франкфурта. Да. Именно поэтому вот мне было удобно. То есть 7,5, если не ошибаюсь, или 7 даже часов, и рыба у меня. Да. Плюс еще время, когда вы ее запаковали, сдали, конечно, и пока я там получил. Но это минимум. То есть сам перелет, ну, занимает очень мало времени. У меня профессиональный агент на аэропорту во Франкфурте, который делает все бумаги, документы, я делаю все сертификаты, какие нужны. Я даже не выезжая из дома, можно сказать, он приезжает, забирает и отсылает, все это профессионально. Да. Я только запаковываю,
забирает и увозит. Да. Скажите, вы ведете какую-то статистику, кто ваши клиенты? Живут ли они в арендованных квартирах, собственных квартирах? Все-таки мы слышим, что в Германии очень много людей не имеют собственных квартир. Это мы, богатые люди, все выкупили в свое время квартиры, вот, а вы все в долгах, в ипотеках, и кто-то просто снимает. Вот, какой достаток они имеют? Только богатые люди покупают дискусов и держат, или разные? Ну, скажем так, да, контингент разный, да. Я не скажу, что обязательно только богатые покупают дискуса. Скажем, он сейчас доступен каждому, да. Скажем, если там рыбка стоит маленькая, там плюс 25-35 евро, да, это может себе каждый позволить. Конечно, большая рыба чуть дороже, там уже контингент совсем другой людей, которые хотят, может, разводить рыбу, еще что-то, да, еще что-то. А в основном, скажем, у меня вот покупатели, которые приходят, клиенты, если есть нормальная работа в Германии, то каждый может себе позволить дискуса. Да. А люди покупают, хотят держать только дискусов, или у многих есть общие такие аквариумы с разной рыбой? В основном, конечно, каждый покупатель мечтает сделать аквариум, чтобы он был как в природе, да, ну, со всеми, скажем, атрибутами, да, которые там, скажем, ну, флянцы, как теперь, вы извините за мой плохой русский язык, или не стопроцентный, да, некоторые слова путаю. И теперь вспомнить не могу, зелень, когда... Растения. Растения, да, растения, да. И многие мечтают держать дискуса с растениями, да. И вот эта тема развивается, да, скажем, многие не знают, как точно, но я постараюсь, если вы хотите это знать, постараюсь объяснить, как правильно. Я это уже сам прошел с растениями, когда у меня была квартира, не было такой большой разводни, у меня был травник, да, или как называется, да, травник с дискусами, да, и еще альтумов там держал с дискусами вместе. Потому что многие говорят, что скаляр нельзя с дискусами держать, но я в этом проблем никаких не вижу, да. У вас есть какие-то рекомендации, вот с какой рыбой вы бы сказали, вот с этой рыбой вообще не держите дискусов, а с кем рекомендуете, с кем, вот, если есть у вас опыт, ну я уже услышал, что скалярий, да, может быть еще какая-то рыба, ну, с которой дискусы хорошо уживаются и хорошо смотрятся? Например, да, вот большая тема тоже, да, вот иногда, да, вот происходит у меня, что покупатели приходят и говорят, вот на следующий день у меня вот рыба как будто вся испугалась. В основном, если самов садят, которые ночной активность имеют, да, вы еще, если какой-то русский язык не получается, вы мне подсказываете, да. Да, мы, если что, можем повторить этот же кусок еще раз, и, как я говорил, я все да, смонтирую. и если они вот рыбы ночного активности, да, с повышенной активностью ночью, да, то они делают тем рыбам стресс, правильно? Стресс, они будят. Стресс, да, они им будят и пугают их, и потом на следующий день может рыба потерять аппетит, может потерять, ну, будет бояться, да, всего, да, и, как говорится, зашуганная будет, да. Понятно. Да, интересный фактор, наверное, тоже надо учитывать. Насчет травника мы хотели еще. Да, как правильно сделать аквариум, чтобы он тебе не доставлял хлопот, и при этом он был вот, как люди хотят, с травой, с грунтом, с минимальной фильтрацией. Люди обычно хотят купить только аквариум, рыбу, и сразу, чтобы было красиво, и сразу, чтобы было хорошо, и минимум ухода. Ну, я вот, скажем, это все так прошел, скажем, для дискуса то, что он быстро растет, ни в коем случае нельзя СО2, да, потому что называется это как то, что у него, скажем, за 12 месяцев он почти вырастает, дискус, да. Если мало кислорода в аквариуме, то он медленнее будет расти, да. Чем больше кислорода, тем рыба лучше растет. Я даже, скажем, от темы отойду, я даже эксперимент делал, что я задавал в один аквариум 100% кислород или 90%, а в другом просто кислород был, понимаете, без
компримации, или как сказать, Смешение. смешение стопроцентного кислорода. Та рыба, которая стопроцентный кислород получала, она росла 50% быстрее. Но было так, что потом, если я хотел бы эту рыбу куда-то в простую аквариум посадить, где вот кислорода меньше было, то там рыба задыхаться начинает. Также, в принципе, То есть ей это надо всё. привыкнуть к концентрации кислорода тоже. Да, да. И, например, да, если она вот у меня сейчас с много кислородом живет, и потом кто-то возьмет СО2 и включит, да, рыбе будет не хватать кислорода, и она будет расти медленнее, не так быстро расти, да. И это, скажем, чтобы правильно все сделать, надо чуть-чуть учиться от природы, да. Природа как создает? Кислород нужен, да, аквариуму, чтобы биологическая система работала и все такое. Тем не менее, получается так, что мы хотим как-то все вместе соединить, чтобы у растений был СО2. Это в моих глазах это должны делать рыбы. Чем какую-то группу иметь рыб, которые вот именно столько выделять будут СО2, и микроорганизмы или кислород, который там все это, чтобы соответствовало всей этой микробиологии этой, да. То есть, чтобы был баланс между теми, кто вырабатывает и поглощает кислород. Да. И СО2. И я, например, сделал так, я на полу сделал фильтр, если что, мне поправьте, да, как это лучше объяснить. Это биологический фильтр. Ложатся такие пластмассовые, как сетка, поддон, где получается так, что через грунт идет циркуляция. И эта циркуляция происходит так, что здесь кислород сверху, и снизу тоже кислород. Если зелень, скажем, эти растения живут там, у них корни получают нитраты от рыб, да, и трава потом все это растет лучше, да, и трава, вернее трава, эти растения, я все забываю, растения, они выдают тоже кислород, и получается биологическая система начинает работать. И я что еще хотел бы сказать, что лучше всего было бы сделать так, чтобы не настоящие эти корни ложить, да, туда, а искусственные. Потому что настоящие корни, они тоже постоянно портятся, ну как это, Ну, то есть даже не корни, вы имеете в виду коряги, наверное. Коряги, да. Они же как берут в себя воду и потихоньку гниют, да. И вот эти вот процесс этот, он тоже, скажем, плохо для аквариума с растением. Тем не менее, дискусы много уже делают там, скажем, где-то они как поросята себя ведут, потому что они много кушают и много какают, можно сказать, да. Но, ну так объяснить. Ну, что естественно, то не безобразно, так что так точно. Пусть кушают. Да. И поэтому я вот считаю так, много кислорода, я всегда говорю, вот именно этот фильтр снизу сделать, чтобы у меня это хорошо получалось. И воду всегда иметь нитрат где-то 50 миллиграммов, да. Скажем, у меня даже было так, что у меня нитрат даже толком не поднимался, потому что биологическая система это все перерабатывала. И воду я менял всегда где-то, когда у меня так 80 было, или там, скажем, 60 миллиграмм, да. Ну, можно до 30 снизить, да, скажем, нитрат. И чтобы он так где-то 30-50 нитратов было, чтобы было для микроорганизмов что-то, да, чем они питаются нитратами, и для травы, да, То есть вы вот, очень часто задают вопрос, как часто надо подменить воду, и начинают спорить раз в 2 недели, раз в неделю, раз там каждый день иногда рекомендуют, но это при проблемах. То есть вы рекомендуете на самом деле следить за нитратами, да, и подменивать тогда, когда нужно снизить нитрат. Да, потому что если вы будете чересчур много воды менять, это плохо для биологической системы, и не будет этот процесс работать правильно, да, потому что это все соединяется, скажем, кислород, вода и нитраты.
да, это должно все вместе работать. Это как мотор, да. Хорошо. Вы упомянули вот кормление рыб. Какой корм все-таки вы считаете лучшим? Не с точки зрения вот вас как разводчика, вы писали о том, что вы стараетесь свою рыбу кормить одним, и вторым, и третьим, чтобы когда человек купит, он мог кормить чем захочет, да, чтобы рыба была приучена и к сухому корму и к прочим. Но какой корм вот вы рекомендуете именно? Но я вот даже не я рекомендую, природа рекомендует, я скажу так, да, потому что в природе рыба не ест, например, бычье сердце, да. Я, скажем, я раньше тоже верил в это и кормил бычье сердце, но у меня были большие проблемы, я тоже как-то рассказывал, что малек очень долго переваривал это, да, что вот он прям долго с ним вот плавает, да, это значит, что какой-то рост идет, но тем не менее, когда малек это плохо переваривает, у некоторых даже так, что я терял малька, да, потому что он не мог это переварить, да. Поэтому я кормлю именно все на рыбе, да, там рыба, например, потом креветки разные, мидии и все такое, да, вот это весь замес я делаю. Ну, там, если кому-то интересно, я могу скинуть состав, вы можете там, Да, может, конечно, подписать очень это, интересно. Да, вы Да, скидываете мне, я включаю в видео. Да, вы можете это там написать, Это чтобы очень сейчас интересно. не объяснять, там, сколько чего, как, у меня там записано, можете потом это передать. И тем не менее, я потом заметил одно, что когда я сердцем кормил, что взрослая рыба, она жирела так, что она плохо оплодотворяла потом, да. Малька было намного меньше. Но когда я стал кормить рыбой, я прям заметил, что у них вот именно очень сильно это быстро перерабатывалось. И рыба, она не была зажиренная, да, а была вот такая вот, именно ли есть, да, такая, да, вот она вот, понимаете, что она спортивная, высокая и себя хорошо чувствует, да. Но... Понятно. Хорошо. А рекомендуете ли вы давать фрукты, какую-то растительную пищу? Если да, то в каком виде? Ну, вы я вот, даете? например, что я только добавляю, это чесночное масло. Масло. Я не добавляю сам чеснок, потому что я считаю, да, что сам чеснок, он может разъесть тоже какую-то флору, да, в желудке. Или есть порошок тоже, да. Но я в основном беру масло чесночное. Она безвредная, да. Она не горит, скажем, да, там в желудке и все такое, да. Она для переварки хорошо, да, потому что масло. И они очень хорошо у них вкус, вот они даже чувствуют чуть-чуть чесноком дают. Они почему-то больше с аппетитом кушают, Лучше чем без чеснока, да. Вот это я просто заметил, да. Когда вот я даю без, они как-то на него не так сильно идут, как с чесноком, да. И что еще туда добавляю? Шпинат. И все, больше я ничего туда не А добавляю. много шпината? По-моему, не по-моему, там у меня стоит 5%, да, там, 5, да, там. Ну, вы пришлете. Да, я все пришлю, и там будет яснее это все. Расскажите про отправку рыбы. Как как клиент выбирает рыбу, как вы ее подготавливаете, отправляете? Но я в основном вот сейчас вот, да, вот, чтобы, как говорится, кошку в мешке не купить, да, чтобы это все видеть, я в основном делаю по WhatsApp, да, сейчас. Например, вот клиент заказал у меня рыбу, оплатил это все, я вылавливаю рыбу и сажаю ее в маленький аквариум, где клиент может посмотреть это все. И потом, если клиент говорит, все, мне нравится, это все запаковывается и отсылается. Соответственно, как правильно принять рыбу? Вот именно от вас, да, в том виде, как вы высылаете. Вот получил я рыбу, что мне делать? Но обязательно, да, опять же, да, чтобы это был не травник, там ничего, да, лучше всего в такой аквариум посадить сначала, где нету СО2 там или еще что-то. Сначала, если рыба далеко летела или, скажем, долго была в пакете, лучше всего, конечно, посадить в один аквариум, где чистая вода, просто вода, и ну, и чтобы там никаких этих там не было, там ни песка, ничего, да. И Ну, много составленная, наверное, да, все-таки. Да, ну, уже, конечно, чтобы уже была биологическая система там, да, это очень важно. И много кислорода, да, чтобы ее принять.
Я вот, честно сказать, сильно не заморачиваюсь даже, да, что я там капаю или еще что-то, да. Я могу, может быть, там чепотку им там налить, да, вот открыл их, чуть-чуть налил этой воды, 5 минут подождал и все, их выпускаю. Даже с этой водой, да, нет, выливаю. Конечно, если вода совсем испортилась, да, там, тогда лучше ее не выливать. Если есть запах, то не стоит. Да, тогда если там запах и уже портится. А если вот так вот, скажем, вода пришла, она чистая, а это ихняя биология, ихняя сфера, чуть добавляешь, это тоже неплохо для быстрее биологию поднять, ихнюю сферу сделать, да, и все такое. И то надо смотреть, да. Но. Как я понимаю, сейчас вы больше перепродаете рыбу, то есть вы ее откуда-то получаете и кому-то отправляете. А долго ли она у вас? Передерживаете ли вы обязательно ее какой-то срок? Или по-разному бывает? Как вы делаете? Но здесь в Германии, чтобы, скажем, перепродавать рыбу, да, мне надо было сделать параграф 11, да. Это как на права сдавать или экзамены сначала сдавать, да, чтобы открыть зоологический магазин вообще, да. Я признаюсь, да, мне пришлось сейчас чуть-чуть от разводни уйти, потому что многие знают, мои близкие, друзья, что я болел очень сильно. И мне пришлось чуть-чуть упростить себе жизнь, скажем, разводню чуть-чуть приостановить, да. Ну, я вижу новый аквариум и надеюсь, когда-нибудь увидеть рыбу от вас. Ну да, я сейчас все уже почти готово. Ну, я думаю, дай бог здоровья, я начну опять разводить рыбу, не только ее завозить и продавать, потому что у меня большой интерес. Ну, вот сейчас вот чуть-чуть там приобрел, потом покажем хорошую рыбу, которую я хочу сейчас разводить, улучшать, потому что я, как в первых видео говорил, Андрей, когда приезжал ко мне, что я говорил, что я всегда недоволен чем-то, да, потому что всегда можно достигнуть лучшего, да. Есть над чем работать. Есть над чем работать, и это как книга, которая нет конца, да. Вы проводите какой-то карантин, когда принимаете рыбу? Обязательно карантин должен быть. Ну, во-первых, если рыба далеко летела, бывает так, да, что она приходит, да, слабо себя чувствует, да, обязательно надо неделю, 2, 14 дней, самое малое, чтобы она правильно питалась потом, правильно в себя пришла. А потом только я могу рыбу продавать, да, когда я вижу, что с ней все 100%. У меня своя лаборатория есть, микроскоп, ну как лаборатория, микроскоп у меня есть, да, где я беру все помазки, там, скажем, ну, жабренные, ну, все. Мне кажется, вы тоже это делаете, да. Играюсь. Да, ну, так же и я, да. Ну, я сделал курсы специальные, молодого бойца, можно сказать. Ну, и это мне, конечно, чтобы различать, что к чему, да, что такое. То есть вы ходили на какие-то специальные курсы я ходил. Но где бы мне найти такие курсы? Да, ну, я могу организовать, но там все на немецком, да, вот, если бы кто-то на русском делал, да, было бы хорошо. Ну, я может думаю, быть, вы сами как-нибудь можете записать ролик и показать, как то, чему вас научили, чему вы потом сами научились. Было бы очень интересно. Ну да, это я могу объяснить, да. Я, в принципе, раз в неделю или там раз в месяц, если я что-то вижу, что... Потому что без микроскопа никак. Ты не можешь просто чем-то лечить, чего нету, да. Да, то есть, не зная болезнь, да, начинать лечить. Я решил остановить интервью на этом месте, чтобы заняться своей рыбой. Продолжение постараюсь опубликовать через неделю. Вас ждут следующие темы. Лечение рыб, какую соль использует Рудик, применение халамида, лава хорошо или плохо, рекомендации медикаментов от Рудика, какую рыбу покупать, как нерестить дискусов, подготовка нерестовой воды, кормление малька. Ну, конечно, покажу еще немножко про музей техники. Кому интересно, прошу срочно подписаться. Вторая часть будет доступна только подписчикам. Если вам понравилось, поставьте лайк. Я буду знать, что работаю не только ради своего удовольствия. Большое спасибо за внимание и до следующих встреч.